Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Грибоед. И сегодня мы с вами будем выращивать настоящий императорский гриб. Вот у нас в лесах считается царем грибов белый гриб. А вот в странах Азии, в Китае, в Японии, в других таких странах царем грибов считается гриб шиитаке. У меня сейчас грибной блок императорского гриба шиитаке. Этот блок прошел специальный период инкубации. Предварительно в него был вброшен мицелий, заражен мицелием, и сейчас он готов выбрасывать плодовые тела. Но для этого нам необходимо его спровоцировать каким-то образом, как в природе. В природе это сезон дождей, после чего шиитаке начинают обильно расти. У нас это будет погружение блока в воду на определенное время, в холодную воду. Это спровоцирует рост грибов. Наливаю обычную воду, водопроводную, в ведро. После этого погружаю блок. Вода должна быть холодная, обязательно холодная. Не комнатной даже температуры, а холодная. Для того, чтобы для блока это был какой-то стресс, что и спровоцирует затем рост плодовых тел. Так, значит, блок у меня всплывает, поэтому я сделаю вот что. Я пригружаю его для того, чтобы он был весь под водой максимально. Насколько это возможно, конечно. Ну вот хотя бы так. И в таком положении он у меня должен пролежать полчаса, может быть минут 40. Итак, время прошло. Теперь я вынимаю блок уже. Он насытился влагой. Произошел стресс для грибницы шиитаке. Так, ведро мне уже не надо. И следующий момент. У меня вот есть такая 20-литровая большая емкость. Воды я в нее заливать полностью не буду. Залью лишь так, чтобы вода была на дне. Вот так достаточно. Далее. Обычная обрезанная пластиковая бутылка, куда я тоже наливаю воды на дно. Так, ставлю по центру нашей емкости и беру блок и насаживаю на эту пластиковую бутылку, так где-то по центру, чтобы он не заваливался. О, смотрите, с первого раза получилось, отлично. Ну, собственно говоря, и все. Блок будет здесь стоять, внизу будет вода. Будет влажная обстановка, то есть воздух будет очень влажный, достаточно влажный. Для того, чтобы влага не уходила быстро, я сверху накрою вот эту всю мою конструкцию полиэтиленовой пленкой с отверстиями. Отверстия для того, чтобы все-таки воздух выходил. И не только воздух, а продукты жизнедеятельности блока, потому что блок у нас до сих пор живой. И будет продолжать он жить, пока на нем растут плодовые тела и есть живая грибница. Прошло около 5 дней, и на блоке показались первые грибы. В дикой природе шиитаке растет на мертвой древесине лиственных пород, в основном в Юго-Восточной Азии. Почему шиитаке? Шии – это вид карликового каштана, а таки по-японски – гриб. Вот и получается гриб, растущий на каштане. Но на самом деле дерево может быть и другим. Ольха, клен, граб – неважно. Гриб все равно вырастет целебным. Не зря шиитаке называют императорский гриб. Еще в период династии Мин врач Удзюэй написал, что шиитаке могут употребляться как лекарство от болезней верхних дыхательных путей, слабого кровообращения, болезней печени, а также для повышения жизненной силы ци. Пришла пора срывать первые грибы шиитаке с этого блока. Так, это не оно,
А вот это оно. Вот. Какая прелесть. Конечно же, не следует допускать, чтобы гриб вырастал до таких размеров. Но мне было, честно говоря, очень интересно, какой же он вырастет. Но я думаю, как раз уже больше ждать нет смысла. Надо его срывать. Поехали. Сначала вот этот самый здоровый я сниму. Оп. Оп. С блока необходимо не срезать, а именно вот срывать, как я сейчас это делаю. О, какой грибок. Супер. Почти на всю тарелку. Так, еще один. Оп, есть. И вот этот. Есть. Вот этот маленький я оставлю. Он у меня еще вырастет. Ну и буду ждать следующего урожая. Мощный гриб. Да, здоровенный. Прямо, ну вот на всю мою ладонь. Можно так сказать. Красавец. Плотненький такой. Я жду второго урожая, а вам пока и до встречи на канале Грибоед.